полночь в медсанчасти Мулинского учебного центра погас свет, но уничтожитель бумаг продолжал гудеть. Он жевал листы медленно, будто не бумагу резал, а чьи-то последние следы. Старший лейтенант архива Павел Журавлев стоял рядом и держал в руках папку с красной полосой. На обложке было 7 фамилий, все из одной группы спецназа. Все числились пропавшими при выполнении задачи. Приказ пришел без объяснений. Подпись майора Вадима Черкасова, начальника закрытого направления подготовки. Формулировка сухая. Уничтожить медицинские карты, сведения о группе крови, прививках, травмах, стоматологические схемы и биологические образцы. Павел перечитал бумагу трижды. В армии он привык к странным приказам, но не к таким. Медицинский архив не трогали даже после гибели людей. По нему опознавали, лечили, хоронили, отвечали матерям. За окном лежал мокрый мартовский снег. Ветер бил по стеклу, как пальцами. Дежурная лампа отражалась в шкафах, где хранились жизни солдат, сведенные к анализам, снимкам и старым анкетам. Павел служил тихо. Не герой, не бунтарь. Сын военного фельдшера из Перми, он с детства знал цену аккуратной записи. Отец говорил, что в карте человека нельзя врать, потому что потом врать будет уже некому. Он положил первую папку в лоток. Машина заурчала, проглотила снимок перелома ключицы капитана Баженова. Вторым листом пошел анализ крови рядового контрактника Мишина. Павел машинально задержал взгляд. Показатель был отмечен карандашом. Не врачебной рукой, а нервно, с нажимом. В крови обнаружили следы редкого токсического соединения. Дата стояла за 2 суток до выхода группы. Павел достал следующий лист. Потом еще один. У всех 7 был один и тот же результат, только дозировка отличалась. Он выключил уничтожитель. В коридоре сразу стало слишком тихо. Где-то за дверью скрипнули сапоги, и Павел понял, что приказ был не о секретности. Он был о том, чтобы эти люди никогда не существовали. Павел не сразу спрятал папку. Несколько секунд он просто смотрел на листы, будто ждал, что цифры исчезнут сами. В армии цифры любили прятать за словами. Потери называли обстоятельствами. Ошибку — сложной обстановкой. Страх — дисциплиной. На стене висели старые часы с треснувшим стеклом. Они показывали 12:15. По расписанию в это время майор Черкасов обычно обходил штабной корпус. Павел знал его шаги. Тяжелые, ровные, без спешки. Черкасов был человеком из тех, рядом с кем офицеры говорили тише. Он прошел Северный Кавказ, Сирию, закрытые командировки, о которых не спрашивали. На груди у него было много металла, но лицо оставалось пустым, как бетонная стена. Павел видел его близко всего 2 раза. Первый раз на комиссии после самоубийства молодого связиста. Черкасов тогда сказал, что слабые ломаются сами. Второй раз у медсанчасти, когда он привел группу Баженова на внеплановый осмотр. Тогда капитан Баженов пошутил, что их гоняют по врачам чаще, чем по полосе препятствий. Черкасов не улыбнулся. Павел запомнил взгляд капитана. Усталый, но спокойный. Такие люди не исчезают просто так. Он быстро вынул из папок несколько листов. Анализы крови, стоматологические схемы, заключение токсиколога без подписи. Остальное отправил в уничтожитель, чтобы не вызвать мгновенного подозрения. Бумага шуршала, как сухие листья на могиле. Оставшиеся документы он засунул под подкладку старой полевой сумки. Сумка принадлежала отцу. Павел возил в ней чай, печенье, сменные носки и потрепанный сборник приказов по медслужбе. В дверь постучали 1 раз. Не вопросом, а предупреждением. Павел успел закрыть шкаф и включить уничтожитель снова. В комнату вошел капитан внутренней службы Лунев, помощник Черкасова. Щеки красные от холода, глаза внимательные. Он спросил, много ли осталось. Павел ответил, что закончит к часу. Голос прозвучал ровно, но ладонь под столом была мокрой. Лунев подошел к мешку с нарезанной бумагой. Потоптал его носком ботинка и вдруг спросил, почему машина останавливалась. Павел сказал, что перегрелся двигатель. Это была почти правда. Уничтожитель действительно старел, как все в этом корпусе. Лунев посмотрел на вентиляционную решетку машины, потом на Павла. В коридоре пахло мокрыми шинелями и дешевым табаком.
Откуда-то снизу доносился смех срочников, приглушенный стенами. Жизнь части шла своим чередом, будто 7 человек не исчезли в снегу и приказах. Лунев не стал спорить. Он попросил расписаться в журнале уничтожения. Павел взял ручку и увидел, что в графе основания уже стояла отметка «Биологическое заражение материалов». Это было новое. В приказе такой причины не было. Значит, кто-то заранее готовил вторую версию. Для проверяющих, для прокуратуры, для тех, кто когда-нибудь спросит слишком поздно. После ухода Лунева Павел закрыл архив изнутри и сел на табурет. Ноги не слушались. Он понимал, что уже перешел черту. Спрятанные листы делали его не свидетелем, а участником. Он мог сжечь их и утром жить дальше. Получить выговор за задержку, выпить чай, позвонить матери в Пермь, сказать, что все нормально. В стране многие так и выживали, не замечали того, что ломало других. Но перед глазами стояла женщина, которую он видел днем у проходной. Она приехала из Вятского и держала в руках пакет с шерстяными носками. Мать прапорщика Рябова. Ей сказали, что сын пропал, подробности закрыты. Она не плакала, только спросила, нужны ли ему теперь носки. Павел тогда отвернулся. Ему стало стыдно за собственную тишину. Он достал служебный планшет, но сеть внутри архива была глухая. Личные телефоны сдавали на входе в закрытый сектор. Остался старый компьютер с доступом к внутренней почте, где каждое действие записывалось. Павел набрал черновик письма в военную инспекцию округа и удалил. Слишком прямолинейно. Его вычислят до рассвета. Тогда он вспомнил полковника Аркадия Сомова, приезжавшего прошлой осенью с проверкой медслужбы. Сомов оставил визитку отцу Павла, когда тот еще служил. Визитка лежала дома, в общежитии офицеров. До него было 7 минут пешком через плац, на плацу уже горели прожекторы. Павел вышел из медсанчасти с мешком уничтоженных документов на тележке. Так было правдоподобнее. Никто не удивлялся человеку, который ночью возит бумажный мусор по закрытой территории. В армии странное становилось обычным, если оно было оформлено. Снег под колесами скрипел мокро и тяжело. Над плацем висел желтый свет. Дальше темнели казармы, штаб, столовая, похожая на низкий корабль. Мулино ночью казалось не частью, а отдельным государством со своими законами и страхами. У контейнера Павел остановился. Он сделал вид, что завязывает мешок, а сам посмотрел на окна штаба. На 2-м этаже горел кабинет Черкасова. За шторой двигалась тень. До общежития он почти дошел спокойно. Только у бетонного перехода его окликнул прапорщик Гладких, дежурный по сектору. Невысокий, седой, с лицом человека, которого давно перестали удивлять чужие беды. Гладких спросил, куда Павел после архива. Павел ответил, что забыл лекарство от давления. Это было смешно. В 30 лет давление считалось не болезнью, а слабостью. Прапорщик внимательно посмотрел на сумку. Потом молча кивнул. Возможно, ничего не понял. Возможно, понял слишком много. В провинциальных гарнизонах люди умели не задавать вопросов, если хотели дожить до пенсии. В комнате общежития пахло холодной батареей, пылью и растворимым кофе. На подоконнике стоял горшок с засохшей геранью, оставленной предыдущей жильчихой. Павел включил настольную лампу и достал коробку с отцовскими вещами. Визитка нашлась между фотографией и медалью за службу. Полковник Сомов, Главное управление военной медицины, служебный номер. Бумага пожелтела по краям, но цифры читались. Павел вынул спрятанные листы. Сфотографировать было нечем, отправить скан негде. Он решил переписать ключевые данные от руки, как делали врачи до всяких баз. За стеной кашлял сосед. По трубам стучала вода. Каждая мелочь казалась громкой. Когда Павел поднял голову, под дверью лежал тонкий прямоугольник света. Кто-то стоял в коридоре и не уходил. Сначала Павел подумал, что это Лунев. Потом услышал тихий женский голос. Его позвали по имени, не по званию. Так в части к нему обращалась только врач-токсиколог Марина Корнеева. Он открыл дверь на цепочку. Марина стояла в ватнике поверх халата, волосы собраны кое-как, лицо бледное. В руках у нее была папка без обложки, прижатая к груди, как больной ребенок.
Она вошла быстро и попросила не включать верхний свет. Павел хотел спросить, откуда она знает, но Марина сама ответила. Это она ставила карандашные отметки в анализах. Это она писала заключение, которое потом исчезло из системы. Перед отправкой группы ей принесли образцы крови. Официально плановый контроль после учений. Но показатели были такими, что людей нельзя было выпускать даже на марш-бросок. Токсин не убивал сразу. Он давал слабость, спутанность, нарушение реакции и дыхательные сбои при нагрузке. Марина доложила начальнику медслужбы. Тот побледнел, ушел звонить и вернулся уже другим человеком. Сказал, что анализы ошибочные, а повторные будут оформлены позже. Группа ушла утром. Павел слушал молча. За окном ветер тащил снег по стеклу. В комнате было тесно от чужой вины. Марина сказала, что Баженов перед выходом заходил к ней. Просил дать что-нибудь от тошноты. Шутил, что их кормят не кашей, а химией. Она хотела задержать его, но приказ уже подписали. Павел спросил, зачем травить своих. Марина посмотрела на папку. По ее словам, за неделю до операции Черкасов получил предупреждение. Маршрут раскрыт, местные проводники ненадежны, отход невозможен. Но он не отменил задачу. Ему нужна была успешная операция перед назначением в Москву. Когда стало ясно, что группа может вернуться и рассказать о провале подготовки, их состояние сделали удобным объяснением. Срыв дыхания, потеря связи, пропажа в лесу. Потом уничтожение биологических данных. Павел почувствовал холод не от окна, а изнутри. В этот момент в коридоре раздался голос Лунева. Он приказал открыть комнаты для внеплановой проверки. Марина спряталась в ванной, где еле помещались таз и ржавый душ. Павел собрал листы в отцовскую сумку, но понял, что с ней его сразу остановят. Тогда он вынул подшивку старых приказов и вложил документы между страницами о санитарной обработке. Стук в дверь был коротким. Павел открыл. Лунев вошел с 2 военными полицейскими. Лица у них были без злобы, почти сонные. Так выглядят люди, которые выполняют приказ и заранее снимают с себя ответственность. Лунев объяснил, что в архиве обнаружена недостача. Один комплект медицинских материалов не прошел через уничтожение. В части введен режим поиска источника утечки. Слово «предатель» он произнес спокойно, будто ставил диагноз. Павел показал шкаф, стол, тумбу. Лунев задержался у коробки с отцовскими вещами, взял медаль, покрутил в пальцах, положил обратно. Потом подошел к ванной. Изнутри не было ни звука. В эту секунду по коридору прошел прапорщик Гладких и громко выругался на кого-то за оставленное ведро. Лунев обернулся. Ванная осталась закрытой. Павел впервые в жизни был благодарен грубости старого прапорщика. Обыск ничего не дал. Перед уходом Лунев сказал, что Черкасов ждет Павла в штабе через 10 минут. Не просит, ждет. Когда дверь закрылась, Марина вышла белая, как мел. Она сказала, что Павлу нельзя идти. Его заставят подписать акт или посадят на гауптвахту до утра. К утру документы исчезнут, а она станет сумасшедшей врачихой с ошибочными анализами. Павел позвонил на номер Сомова с общежитского аппарата. Длинные гудки тянулись мучительно. Наконец ответил сонный мужской голос. Павел назвал фамилию отца. Сомов замолчал, потом спросил, жив ли тот. Павел сказал, что отец умер 3 года назад. После паузы полковник велел говорить коротко. Павел успел произнести только 3 слова. Пропавшая группа, токсин, уничтожение. Связь оборвалась. Внизу хлопнула входная дверь общежития. Под окнами остановилась машина без фар. Они вышли через черный ход, которым пользовались курящие офицеры. Марина знала, где охрана ставит чайник и где камера смотрит в сугроб, а не на дверь. В гарнизоне каждый спасался мелочами. Теперь эти мелочи спасали их. Павел нес подшивку приказов под бушлатом. Бумага колола грудь. Он чувствовал себя школьником, укравшим журнал, и одновременно человеком, который несет чужие имена через темный двор. До старого клуба было 200 метров. Там стоял факс, забытый после ремонта связи. Марина сказала, что иногда отправляла через него заявки в окружной госпиталь, когда электронная система падала. Железо старое, но линия шла через гражданский узел. Снег усилился.
Между зданиями крутилась белая пыль, прожекторы резали ее на полосы. Где-то завыла сирена внутреннего оповещения, коротко, без паники. Значит, искать начали официально. Павел и Марина добрались до клуба, когда за спиной послышались голоса. Они спрятались за стендом с пожелтевшими фотографиями ансамбля «Песни и пляски». На снимках улыбались молодые солдаты, давно ставшие толстыми майорами или усталыми отцами. Внутри клуба пахло лаком, пылью и мышами. На сцене стоял старый рояль без двух клавиш. Павел вспомнил, как отец говорил, что в армии все ломается медленно, кроме людей. Люди ломаются сразу, только делают вид, что продолжают служить. Факс был в методическом кабинете. Марина включила аппарат. Он зажужжал, мигнул лампочкой и потребовал бумагу. Павел почти рассмеялся, но смех застрял в горле. Они нашли пачку бланков под портретом генерала. Павел набрал номер, который Сомов успел продиктовать в ответном звонке на общий коммутатор. Руки дрожали. Первый лист пошел криво. В коридоре хлопнула дверь. Лунев приказал проверить клуб. Марина сжала плечо Павла и сказала не останавливаться. Первый лист ушел. Потом второй. На третьем аппарат заскрипел и замер. На экране высветилась ошибка передачи. Павел вытащил лист и увидел, что край заживало. На нем была фамилия Рябова, та самая, ради которой мать привезла носки. Бумага порвалась ровно по строке с группой крови. Марина прошептала, что можно попробовать еще раз. Но времени уже не было. Шаги приближались. Лунев говорил тихо, и от этого становилось страшнее. Люди с настоящей властью редко кричат. Павел сложил оставшиеся документы и отдал Марине. Он сказал, чтобы она уходила через склад декораций. Там был выход во двор столовой. Марина отказалась. Тогда он впервые повысил голос и назвал ее единственным человеком, который сможет объяснить анализы. Это было не геройство. Он просто понял, что его должность менее важна. Архивариуса легко объявить похитителем бумаг. Врача-токсиколога труднее, если она успеет дойти до Сомова. Марина смотрела на него так, будто хотела запомнить лицо. Потом сунула ему в карман маленький ключ от лабораторного сейфа. Там лежали контрольные пробирки, которые она не сдала. Доказательства сильнее бумаги. Она ушла за сцену. Павел остался у факса и снова нажал передачу. Аппарат ожил, протянул лист, зашуршал, как старик, с больными легкими. Дверь кабинета открылась. Лунев направил фонарь прямо Павлу в глаза. За ним стояли двое. Один держал автомат на ремне, другой пластиковые наручники. Лунев не торопился. Он спросил, кому Павел отправлял документы. Павел ответил, что в санчасть, отчет по списанию. Это было уже плохой ложью. Лунев ударил его не сильно, ладонью. В армии такие удары не оставляют следов, только быстро учат месту. Павел упал на стул и увидел, что факс все еще передает последний лист. Тогда в клуб вошел Черкасов. Без шапки, в шинели с белыми снежинками на плечах. Он посмотрел не на Павла, а на аппарат. Подошел и выдернул шнур из стены. Но подтверждение передачи уже выползало из щели. Черкасов взял тонкую полоску подтверждения двумя пальцами. Прочитал номер. Лицо его не изменилось, но Павел увидел, как напряглась жила у виска. Значит, листы ушли туда, куда надо. Майор приказал всем выйти, кроме Лунева. Потом сел напротив Павла на старый клубный стул. Под ним скрипнуло дерево. В огромной шинели Черкасов казался не человеком, а частью казенного здания. Он говорил спокойно. Сказал, что Павел не понимает устройства службы, что иногда один провал нужно закрыть, чтобы не разрушить целое направление, что 7 погибших не вернутся, а живые будут наказаны за красивую правду. Павел спросил, почему их отравили. Черкасов долго молчал. Потом сказал, что никто не собирался убивать. Препарат должен был снизить тревожность и удержать группу от самовольного отказа после слухов о засаде. Медики, по его словам, перестарались с дозировкой. Ситуация вышла из-под контроля. Эта версия была почти правдоподобной. В ней хватало грязной логики, чтобы многие поверили. Не убийство, а служебная необходимость. Не преступление, а трагическая ошибка. Не люди, а ресурс.
Павел понял, что Черкасов сам давно живет внутри этой лжи. Ему было удобнее считать погибших частью приказа, чем признать, что он испугался потери должности больше, чем смерти подчиненных. Майор предложил выход. Павел подписывает объяснение о нарушении режима хранения документов. Марину признают виновной в подмене анализов. Дело уйдет в закрытый архив. Павла переведут в Пермь, ближе к матери, без суда и позора. На мгновение предложение показалось спасением. Мать действительно болела. Денег не хватало. Павел устал бояться. Устал быть человеком, от которого вдруг потребовали невозможного. Он опустил голову и увидел на полу мокрый след от сапога. Рядом лежал клочок порванного анализа с фамилией Рябова. Павел сказал, что не подпишет. Черкасов медленно встал. В этот момент за стеной послышался шум машин у клуба, уже не гарнизонных. Утро пришло серым, холодным и почти бесшумным. Снег перестал, оставив на плацу ровную корку, по которой осторожно шли люди из окружной инспекции. С ними приехал полковник Сомов, постаревший, сутулый, но с глазами врача, который еще различал живое и мертвое. Марину нашли у лабораторного корпуса. Она успела передать контрольные пробирки дежурному инспектору, прежде чем ее задержали свои же. На запястьях у нее остались красные следы от наручников, но держалась она прямо. Павла вывели из клуба без ремня и шнурков. Лунев не смотрел ему в лицо. Черкасов стоял у штаба в шинели, застегнутой на все пуговицы. Он все еще выглядел начальником, пока Сомов не прочитал приказ о временном отстранении. Позже была комиссия. Долгая, закрытая, с одинаковыми коридорами и стаканами невкусного чая. Были попытки списать все на нарушение регламента, на врачебную ошибку, на сложность обстановки. Но документы, пробирки и переданные листы уже жили своей жизнью. Самым трудным оказалось не доказать вину Черкасова. Самым трудным было вернуть погибшим имена. Бюрократия сопротивлялась сильнее людей. В каждом кабинете просили подождать, уточнить, согласовать, не торопиться с формулировками. Через 4 месяца в Мулино открыли скромную плиту у старого березового сквера. Не памятник героизму, а место, куда можно принести цветы. 7 фамилий вырезали глубоко, чтобы дождь не стер буквы через год. Мать прапорщика Рябова стояла впереди. В руках у нее снова был пакет. В нем лежали те самые шерстяные носки. Она положила их у плиты и долго поправляла, будто сын мог замерзнуть под камнем. Павел пришел без наград. Его перевели в окружной госпиталь, подальше от закрытых приказов. Марина осталась врачом, но перестала улыбаться случайным шуткам. У каждого из них правда забрала что-то свое. Когда разошлись люди, Павел провел пальцами по фамилиям. Он думал об отце, о молчании, о цене аккуратной записи. Не всякая справедливость приносит облегчение. Иногда она просто не дает мертвым исчезнуть второй раз. Подпишитесь на канал, оставьте комментарий и поделитесь этим видео.